Приветствую вас, друзья! И у меня хорошая новость. Для меня хорошая. Наконец-то я приступаю к постройке своего проекта. Хватит принимать участие только в чужих проектах, а надо делать еще и свой. В общем, это первая серия проекта из колхозов Топчик. И что к чему, сейчас я вам все расскажу. Итак, мой колхозный недопроект Гольф 4. Ну, такое печальное зрелище на самом деле, но за 2 года повседневной эксплуатации от жидкой резины, самодельных бамперов и порогов особо большего никто и не ждал. Но в том году выглядела она куда интереснее, и вот вам фоточка. До этого стояли всеми любимые диски от BMW, 63 стиль. А почему всеми любимые? Потому что про них можно сказать дешево и сердито. Диски с точными параметрами, 19, хороший дипчик, десятка ширина, стоит всего лишь 10 тысяч рублей. Накидываем на них резину за 16, переходные проставки под вашу разболтовочку, и у вас уже неплохой сетапчик. А для нашего не столь большого городка, который не особо искушен каким-либо тюнингом, кроме как заниженных приор, вид уже даже имеет и котируется как стенс-проект. Вот как-то так. Ну а что хочется сказать насчет жидкой резины? В принципе, если у вас достаточно свежая машина с хорошим лакокрасочным покрытием, и вам дико хочется поменять цвет или сделать что-то подобное вроде камуфляжа, и у вас нету денег на пленку, то жидкая резина вам подойдет. Годочек второй покатались, ободрали, машину продали. В качестве проекта, конечно, это было не особо умное решение. Но, блин, здесь и пленка особо не поможет. Если вот брать задние арки, то тут, как видно, очень сильно колесо трется. Тут и краска стирается, и пленка, и жидкая резина. В принципе, тут ничто не поможет. Также тут была установлена пневмоподвеска, про которую тоже можно сказать дешево и сердито. Стоки на рубенах, в багажнике стоит один Беркут, лаватовские клапана, манометр от КамАЗа. В общем, все просто, как автомат Калашникова. Итак, в общем, мы подошли к пункту, как же я собираюсь выводить данные аппараты в топ-проект, в топ-стенс проектов. Ну, начнется все дело с подкапоточки. У нас тут 1.4, 75 лошадок, который также весьма подустал. 230 тысяч километров он пробегал, жрет масло столько же, сколько и бензина. По-любому еще сотку с него скрутили, так что сами думайте, в каком он техническом состоянии. Ну а что же планируется делать с подкапоткой? Планируется сделать полностью шейвинг, убрать все и оставить только вот этот маленький движочек. Но в то же время его тоже забодрим, поставим на него дросселя, сделаем портинг, немножко подсожмем. Так что поедет он чуть-чуть, но бодрее. Ну а что-то мощное оставить сюда, это все-таки стенс-проект, и чтобы гонять, делают немножко другие проекты. Так что это навскидку, что будет у нас подкапотка. Насчет дисков будет стоять очень широкие диски. Сейчас я вам покажу, что будет стоять. И тут мы видим трехсоставные диски Ковка Кранзе 18 диаметра, пока не скромных габаритов, но на них в планах заказать совсем не скромные полочки. Наперед закажем 5 дюймов, на жопу 6 дюймов. По этой причине они к нам стопудово не влезут в арки, поэтому будут арки пилиться, расширяться металлом, и на выходе у нас получается очень широкий гольф. Также все это дело уложим вот на порожек, чтобы лист бумаги не лез. В общем, вот такие совсем амбициозные планы. Ну а что касательно салона, какой же крутой проект без крутого салона. Но на данный момент все обстоит примерно вот так вот. Да, тут собственно и ничего и нету. В общем, какие же планы насчет салона? На самом деле, не менее грандиозные, нежели внешний тюнинг, но более подробно я вам все расскажу, когда приступим к салону. Правда, это будет весьма и весьма не скоро, потому что салоном мы займемся в последнюю очередь. Но я надеюсь, вы дождетесь. Я уверен, дождетесь.
Вот такой недопроект мы имеем. Ну что сказать, первый блин комом. Но его ждет реинкарнация. Я надеюсь, реинкарнация во что-то очень крутое. И это надо осуществлять любой ценой. Кстати, да, насчет цены. Скорее всего, сюда войдет, 2 гольфа это минимум. Это не учитывая музыки и того, что будет все делаться по максимуму своими руками. И даже есть одна идея. Писать в блокнотик до копеечки, сколько было потрачено на данный проект. И даже в конце каждой серии будет написано, сколько потрачено в течение этой серии. Пишите в комментариях, интересно это или нет. И еще с вас поддержка в виде лайка и подписки. Чем быстрее канал раскрутится, тем активнее будет вестись постройка данного проекта. Ну а эта серия была чисто ознакомительная. Я вас посвятил в грядущие планы, так сказать, дал затравочку. Ну а уже со следующей серии мы начнем активно постройку. Так что до скорых встреч. Начнется, кстати, все с подкапоточки.